Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Вот такой интересный, мягкий, уютный и простой джемпер, пуловер. Хочу вам предложить связать из модного интернет-магазина. Нашла его в интернете. И, в общем-то, мне очень приглянулась модель именно своей простотой и какой-то такой уютностью. Такой джемпер можно использовать, пуловер, для повседневного ношения. И, в принципе, на все случаи жизни он пригодится. Мне нравится, как оформлено необычно вот здесь вот этот V-образный вырез, да. Посмотрите, здесь такой оригинальный подход дизайнер нашел, да. То есть не как мы привыкли вот здесь в центре делать 3 петли, да, вместе убавляем, а здесь вот видите, планочка вяжется отдельно, потом все сшивается с нахлестом вот с таким. Классно придумано. Спущенный рукав, свободный крой. В общем-то, очень-очень-очень простой такой узор. Очень быстро вяжется, узор быстро запоминается. То есть вы получите, в принципе, удовольствие от процесса вязания. Вот я вам приближаю. Плечо у нас вот так оформлено. Шов, и рукава спущенные. Я думаю, что такой пуловер надо вязать девочкам, которые не имеют небольшой опыт вязания. Вы и опыт наберетесь вязания ажурных узоров. И, в общем-то, конструкция такая довольно простая нашего вот этого пуловера. В общем, вот и все, что, в принципе, коротко можно сказать об этом красивом оригинальном дизайне. Сегодня у нас в нашем видеопроекте будет описание составляться на размеры 44, 46, 48, 50 и 52, 54. Инструкция по вязанию будет выложена под видео. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Кроме того, я подробнейшим образом, девочки, вам расскажу, как расположить узоры. Мы с вами сделаем попетельные расчеты на все эти размеры. И все нюансы вязания я вам тоже буду рассказывать и показывать. Кроме того, схему я рисовала по картинке. И, конечно же, начинаем мы всегда, как обычно, с выбора пряжи. Итак, я предлагаю вам на выбор несколько вариантов пряжи. Этот пуловер можно связать как из пряжи теплой, то есть зимней, да, скажем так, с небольшим содержанием шерсти, так и рассматриваем хлопковые варианты пряжи. Тоже, в принципе, и летний вариант, и зимний я не исключаю, такой нарядный, нежный вариант из пряжи с шерстью, из мягкого мериноса. В общем-то, супер-супер-супер. Кстати, подойдет для вязания, этот нежный узор подойдет для вязания каких-то из пушистой пряжи с альпакой, либо с мохером, да, то есть вот прям идеально войдет мохеровая нить, например. Итак, смотрим то, что предлагаю сегодня я. Так, для вязания я выбрала пряжу Белграда альпака плюс мохер. Это турецкая фирма Этрофил по лицензии Италии пряжа. В составе 10% кит мохер, 5% бэби альпака, 55% полиамид, 30% вискозы. 50 грамм 150 метров.
очень хорошего качества пряжа. Мягкая, нежная, немножечко пушится, совсем немножечко, девочки, совсем. Показываю ниточку, видите, да? Шикарная пряжа, мне очень нравится. Спицы мы используем 3,5. Вот так выглядит наш связанный образец узора. Я показываю. Вот. Очень просто вяжется. Схему я нарисовала. Здесь никаких проблем не возникает. Очень логичный узор. Вот. И можно его рекомендовать для вязания новичкам, потому что очень легко вяжется. То есть девочки, которые только пробуют вязать ажурные узоры, вполне могут освоить этот узор без всяких проблем. Так, что еще я хотела порекомендовать? Если это пряжа, если вы хотите что-то нежное, волнующее, и вот такую пряжу могу вам порекомендовать из фирмы Yarn Art Silk Royal. Эта пряжа пушистая, шикарного состава, тоже очень мягкая. Показываю, девочки, смотрите, 35% у нас шелк вискозный и 65% шерсть мериноса. В 50 грамм 140 метров. Она будет иметь такую же плотность, эта пряжа, по составу очень похожа, в общем-то, по шикарности, только более пушистая, похожа на ту, которую вот я как бы вам показывала, да. Тоже очень красивая пряжа, не дешевая, но шикарная получится ажурная пряжа такого для зимнего периода времени, да, то есть это не летняя пряжа, хотя летом тоже бывают холодные дни, да, то есть не факт, что ажур надо обязательно вязать летом, это просто ерунда. Могу вам с содержанием хлопка порекомендовать тоже пряжу Yarn Art Jeans. Цвет вы выберете, конечно же, самостоятельно. В 50 грамм 160 метров. Пряжа будет по плотности полностью соответствовать ту, из которой мы вязали. Хорошего качества пряжа, шикарная пряжа. Большая цветовая палитра. Очень красивые цвета, нежные есть яркие. Если вы хотите пряжу с хлопком, да. И вот у нас 55% хлопок, 45% полиакрил. Цвет, конечно, этот не подходит. Цвет нужен нежно-розовый. Дальше. Дальше у нас еще есть пряжа с содержанием хлопка, но она такая демисезонная пряжа. Фирмы Alize Lana Cotton. У этой пряжи такой же состав. 26% шерсть, 26% хлопок и 48% акрил, девочки. В 50 грамм 160 метров. Вот, тоже подойдет по плотности. Очень она похожа на вот эту пряжу, как я вам говорила, Yarn Art Jeans. Очень она похожа. По составу немножко отличается, а вот по качеству она такая же немного ребристая. Она по толщине очень подходит. В общем, это вот пряжи очень, я их вот выделяю, как бы, они как бы, вот знаете, в одной шеренге стоят, скажем так. К тому же подойдет пряжа с хлопком тоже фирмы Alize Cotton Gold. Вот в ее, значит, составе тоже хлопок 100 грамм 330 метров, тоже по плотности совпадает. И в составе 55% хлопок, 45% акрил. Пряжа тоже по толщине очень похожа на ту, из которой мы сейчас вязали. Тоже очень большой, богатый выбор цвета. Подойдет наша российская пряжа фирмы Comtex, белорусская серия Classic. В 300 метров 100 грамм. Вот такая пряжа тоже очень подойдет. Она пушистая, это полушерстяная пряжа. И, в общем-то, в ее составе 50% шерсть, остальное акрил. Вот. Очень мягкая, нежная, прекрасно зарекомендовала себя в носке.
Шикарная пряжа, девочки. Тоже очень рекомендую ее использовать в качестве красивой ажурной зимней модели. Узор у нас выглядит, девочки, вот таким образом. У нас раппорт составляет 14 петель и 20 рядов высота раппорта. Условные обозначения очень распространенные и простые. Горизонтальная черточка – это изнаночная петля, вертикальная черточка – лицевая петля. Вот эти знаки, прямоугольный треугольничек, это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кружочек – это накид. Ну, в принципе, вот и все. Вот такое простое объяснение. Вот так выглядит у нас с вами выкройка. Здесь нет размеров. Размеры я все всегда сейчас стала рисовать, объяснять. Мне так проще. Вот, и вам, наверное, понятнее. В расчетной части и размеры рисую, и объясняю, что, как и вязать. Да? Вот просто конструктивно вы имеете представление, что выкройка выглядит вот таким образом. 2 детали переда спинка и 2 детали рукав идет. Все. Спинка, перед вяжется одинаково, различие лишь в вырезе горловины. И вот такое описание у нас с вами всегда появляется под видео, где я подробно описываю, составляю последовательность ваших действий при вязании. Почитайте самостоятельно, я это зачитывать сейчас не стану. Здесь все попетельно разложено, кроме того, как распределить петли. Вот здесь я всегда пишу петли по видеопроекту. Там я вам схематично рисую, и, в общем-то, мне кажется, это очень доступно и понятно вам воспринимается вами. Во всяком случае, мне все пишут, что им это очень удобно и понятно, все разжевано и разложено по полочкам. Сегодня мы будем использовать с вами размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54. Это российские размеры и европейские на 6 пунктов, ну, получается, на 6 меньше. Вычитаем 6. Так, давайте сейчас приступим к вязанию образца узора. Итак, для вязания образца я набрала 32 петли, девочки. 32. И, в общем-то, свяжем с вами первый ряд. У меня будет 2 раппорта связано. Хотите, свяжите 1. Но для расчета плотности все-таки желательно, чтобы образец был пошире. Поэтому 2 у меня раппорта. Я буду показывать вам, как вязать 1 раппорт. Это очень логичный узор, очень простой. Вяжем первый ряд. Снимаем кромочную, 2 изнаночные. И далее вяжем первый ряд. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, еще 1 накид, лицевая. Раппорт связан. Повтор раппорта также 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 изнаночные. 2 изнаночные у нас идут для симметрии, я их добавила крайне левые. То есть раппорт у нас заканчивается вот этой вот одной лицевой. Понятно, да? Вот. Имейте это в виду, девочки. Для симметрии мы добавили еще вот эти 2 изнаночные в конце нашего полотна вязаного. Также вы будете при расчете раппортов в расчетной части мы также будем добавлять эти 2 изнаночные. Все четные ряды у нас являются изнаночными, мы вяжем их, как смотрят петли. Накиды вяжем тоже изнаночными. Так, у нас с вами 3-й ряд. Вяжем. Кромочную сняли 2 изнаночные,
2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые. Связали раппорт узора. Второй раппорт также повторяем. 5-й ряд. Вяжем 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Все, раппорт связан, и второй раппорт пошел снова 2 изнаночные и так далее. Самостоятельно. Вяжем с вами 7-й ряд, показываю раппорт. Кромочную сняли 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, затем вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и еще раз 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Связали раппорт узора. 2 изнаночные. Это уже второй раппорт пошел. Вяжем самостоятельно. 9-й ряд. Вяжем 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт связан. Второй раппорт также вяжем 2 изнаночные и так далее. Самостоятельно. Вяжем 11 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, и у нас 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раппорт связан. Второй раппорт также вяжем. Начинаем 2 изнаночные и так далее. Самостоятельно. 13 ряд вяжем. Кромочная, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, снова накид, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связали раппорт узора. И второй раппорт также. 1, 2, 2 изнаночные и продолжаем также вязать. 15 ряд узора вяжем. Кромочную сняли 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, и далее 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Связали полностью раппорт узора. Повторяем также второй раппорт. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, самостоятельно. 17 ряд. 17 ряд очень простой, девочки. Здесь больше не будет накидов. Мы вяжем кромочная, 2 изнаночные и 12, получается, лицевых полностью без всяких накидов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Раппорт связан. Точно так же мы будем вязать с вами и 19 ряд. Тоже петли будут лицевые, 2 изнаночные и 12 лицевых. Девочки, и далее я не стала вязать 19 ряд. В общем, он такой же, как у нас и 17. Далее у нас все
все повторяется с первого ряда. То есть вот у меня же связано 2 раппорта, вот так это выглядит. Высоту 2 раппорта. Ну и 2 раппорта в ширину. Дальше. Сейчас наша задача измерить плотность вязания, чтобы сделать дальнейшие расчеты. Горячим паром отдаем наш образец. Он сейчас становится очень пластичным. Давайте его растянем в разные стороны. Так. А теперь оставляем сохнуть. Для вычисления плотности нам понадобится линеечка. И будем сейчас измерять. Ширину вначале измеряем. Прикладываем нашу линеечку, измеряем ширину. Итак, у меня по ширине полотно 18 сантиметров занимает. 31 петля у нас участвует. 31 надо разделить на 18 сантиметров. И мы получаем число 1,7. Надо это число записать, чтобы не забыть. Пишем: в 1 сантиметре 1,7 петель умещается. Дальше берем линеечку и измеряем высоту. Измеряем высоту. Итак, у меня высота содержит 16,5 сантиметров. Считаем, сколько целых рядов связано. У меня связано 38 рядов, девочки. Я не связала 2 ряда до конца раппорта, то есть 2 раппорта без 2 рядов. 38 рядов. И мы разделим на 16,5 сантиметров. Получим плотность по вертикали 2,3. Отлично. И давайте запишем, что в 1 сантиметре 2,3 ряда. Все. Эти цифры очень нам важны будут сейчас в расчетах. Сейчас будем делать расчеты. Смотрим выкройку. Итак, мои хорошие, вот у нас такая будет выкройка сегодня участвовать в расчете. Будем рассматривать с вами сегодня размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54. Это российские размеры. Для перевода в европейские надо из этих чисел отнять 6. И будет европейский размер. Итак, значит, ширина спинки и переда одинаковая. На первый размер 44-46 составляет 52 сантиметра. Второй размер 56 сантиметров. Третий размер 60 сантиметров. Кто затрудняется определить у себя свой размер, можете просто прикинуть, какая из этих величин вам подходит. Какая вам будет близка к вашей фигуре, да, к вашему размеру. Так, и давайте сразу про распределение петель, да. В общем, у нас с вами получается в петельном эквиваленте это 88 петель, 94, 102 петли. Как считала? 88 я взяла путем умножения нашей ширины на плотность по горизонтали. Вот это число 1,7, которое мы определили. То есть я 52 умножил на 1,7. 52 умножить на 1,7 получается 88 петель. Также я умножала для других размеров. Теперь по распределению петель. Узор у нас с вами имеет 14 петель в ширину. Раппорт составляет, начинается он с 2 изнаночных, мы с вами вязали его только что, и ажурная часть узора на 12 петлях. В сумме это 14 петель. Понятно, да? Поэтому вот эти цифры – это раппорты. У нас с вами на первый размер ровно 6 раппортов получается.
6 раппортов по 14 петель, 2 изнаночные для симметрии, как мы вязали в образце, и 2 кромочные. В сумме это 88 петель. Для второго размера 48-50 у нас будет то же самое количество раппортов, 6 раппортов по 14 петель, но с двух сторон я добавляю 3 изнаночные справа, 3 изнаночные слева. То есть, смотрите, получается, что слева у нас будет 5 изнаночных в сумме. И здесь тоже 5 изнаночных. То есть начинаем 5 изнаночных здесь и 5 изнаночных здесь. Да? Здесь уже идет ажурная часть на 12 петлях. То есть вот схематично это выглядит вот так. Дальше. Третий размер. У нас четко умещается с вами 7 раппортов. 7 раппортов по 14 петель, 2 изнаночные в самом конце для симметрии. В сумме это 102 петли, ну, соответственно, еще 2 кромочные. Вот так располагаются у нас узоры для размеров, для разных размеров. 6 раппортов, второй размер тоже 6 раппортов, и третий размер 7 раппортов. Переворачиваем. Начинаем мы вязать все детали снизу вверх. С нижней планка у нас вяжется на высоту 6 сантиметров резинкой 2 на 2 на спицах номер 3. А когда мы переходим к вязанию основного узора, спицы меняем на номер 3,5. И основной узор у нас вяжется спицами 3,5. Дальше. На вырез горловины у нас приходится при ширине 20 сантиметров, это первый размер, 34 петли. Как я определила эти петли? Я 20 сантиметров ширину выреза умножила также на 1,7. Это плотность по горизонтали. Получилось 34 петли. И также считала для других размеров. На 2 петли больше получалось. И то, что осталось, это петли плеч. 27, 29, 32. У нас формируется с вами и по спинке попереду скос плеча на высоту 3 сантиметра. Я его сделала небольшой. И в вертикальной плоскости это 6 рядов составляет по нашей плотности. 3 высоту я умножила на плотность по вертикали 2,3. Получилось 6 рядов. Любой вертикальный размер, девочки, пожалуйста, переводите в ряды. У меня в описании под видео, где я пишу в длину сколько сантиметров, я везде пишу равно столько-то рядов. Я это делаю не случайно. Дело в том, что после стирки любое изделие, значит, вытягивается, понимаете? Теряет свою форму, оно станет длиннее. Чтобы этого избежать, мы заранее с вами мочим наш образец, тянем его, да, даем потом ему высохнуть. То есть мы его адаптируем к тем условиям, которые он будет уже во время носки принимать. Понимаете? Вот. И тут же мы вычисляем вот этот процент вытягивания нашего трикотажного полотна в процессе стирки. Понимаете? И закладываем его в виде вот этого числа, который мы называем плотность. Понятно? Поэтому, если вы проигнорируете эту плотность, то у вас может случиться неприятный момент, когда изделие сильно вытянется после того, как высохнет. Понимаете? Поэтому применяйте, девочки, вертикальную плотность. То есть любой вертикальный размер умножайте на плотность по вертикали. Получаете ряды и вяжете по рядам, считая ряды, а не сантиметрами измеряя. Так, с этим мы определились. Давайте теперь про пройму. Я сделала высоту проймы на первый размер 20 сантиметров, на второй 21,5, на третий 23. Вот эта высота проймы, она будет влиять, конечно, на ширину рукава вот в этой самой широкой части. У нас с вами по переду формируется V-образный вырез. Для того, чтобы его красиво вот так оформить, чтобы у нас были равномерные убавки по скосу, я пользуюсь следующей формулой.
Прежде всего для этой формулы мы определяем высоту скоса, в моем случае это 20 сантиметров. Длина вот этого скоса, высота, вы можете ее увеличить или уменьшить по вашему желанию. Вот я посчитала, что 20 сантиметров наиболее приемлемый результат. Вот здесь еще ведь будет планочка вязаться. Возможно, для большего размера мы можем воспользоваться, ну здесь может быть 22 появится число. Опять-таки зависит от вашего роста, девочки. Я взяла на средний рост. Средний рост у меня длина изделия, общая длина это 59 сантиметров. На второй размер 60, на третий 61 сантиметр. Все эти мерки, конечно же, очень индивидуальные. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Под себя откорректируйте эти размеры, эти мерки, длину изделия, да. Вот. То есть подойдите к этому ответственно. Дальше. У нас с вами необходимо по V-образному вырезу для первого размера убавить 17 петель, для второго 18 петель, для третьего 19 петель. Для того, чтобы их равномерно убавить, надо высоту скоса в рядах. Вот в моем случае это 46 рядов, то есть я 20 сантиметров высоту скоса умножила на плотность по вертикали. 20 на 2,3 умножаем, получается 46 рядов. Да? И теперь эти 46 рядов, смотрите, 46 надо разделить на 17 петель, которые надо убавить. Это для первого размера. Получаем число 2,7. То есть вообще в таких случаях рекомендуется делать убавки, чередуя. Первую убавку мы делаем во втором ряду, следующую убавку в третьем, во втором в третьем. И так 17 раз чередуя. Но я предлагаю вам и другой способ, более простой, когда мы можем все эти 17 петель убавить, как нам привычно, в каждом втором ряду. Вот, и оставшуюся длину до высоты нужной по спинке равняем, конечно же, чтобы длина одинаковая была спинки переда. Просто вяжем без всяких убавок, да, то есть просто полотно вверх. Такой вариант тоже приемлемый и неплохо смотрится. Выбирайте сами для себя, девочки. В своем описании под видео я буду именно этот способ предлагать, как вот сейчас озвучила. Для других размеров то же самое получается. Ну, вот 46, например, если разделить на 19 петель, то есть это третий размер, у нас тоже здесь ровно 2 не получается, прям чтобы четко попасть, да, в двоечку. Опять-таки 2,4. То есть убавки, если вы будете в каждом втором убавлять, закончатся значительно раньше, да, чем наступит длина изделия полностью, высота. Поэтому здесь вот этот момент самый острый, и будьте здесь внимательны. Опять-таки у нас с вами в ажурном узоре необходимо соблюдать, следить очень четко за тем, чтобы количество накидов совпадало с количеством провязанных две вместе лицевой. Когда будете здесь убавки делать, здесь может этот узор сбиться в этом месте, понимаете? Поэтому, пожалуйста, здесь тоже будьте внимательны. Считайте четко, чтобы у вас вот в узоре не произошло вот этого сбоя. Да? Теперь давайте перейдем к рукавчику. У рукавчика также на планку спицами номер 3 набираем петли 44, 46, 48 и вяжем 6 сантиметров высоту резинкой 2 на 2. Кстати, резинку можно сделать 1 на 1, то есть это на ваше желание. И затем, девочки, в последнем ряду у нас должно получиться 46 петель. Для первого размера надо будет добавить еще 2 петли в последнем изнаночном ряду, чтобы было 46. Переходим на узор, располагая раппорты следующим образом. У нас четко умещается с вами 3 раппорта по 14 петель, 2 петли для симметрии изнаночные, вот эти крайне левые, ну и кромочные. И это 46 петель. Понятно, да? Вот для третьего размера у нас идет 48 петель. Предлагаю вам добавить одну изнаночную справа и одну изнаночную слева, чтобы эти 2 петли симметрично расположились. Понятно.
Так, и затем у вас идут прибавки по скосу рукава. Нам надо прибавить 12, 14, 15 петель в зависимости от размера. Как я их считала? Смотрите, самая широкая часть рукава, надо посчитать, сколько петель придется. Для этого вот эта ширина проймы здесь у нас увеличивается в 2 раза, то есть 20 умножаем на 2, получается 40 сантиметров, и умножаем на плотность по горизонтали 1,7. У меня получилось 68 петель. Также я считала для других размеров. Получилось 74, 78 петель. Все, прибавили, да? И прибавки делать надо одновременно и равномерно с двух сторон. И для этого воспользуемся формулой расчета скоса любого. Длина моего рукава, общая длина, составляет 46 сантиметров. Мерочка должна быть, опять-таки, вами откорректирована под ваш размер, девочки, под ваш размер. Вот, под вашу длину, я имею в виду, у вас же рост, у нас у всех есть свой определенный рост, да? Мерка должна быть очень индивидуально подобрана. Я беру среднюю мерочку, 38 сантиметров у меня идет от планки до окончания рукава, и также перевожу в ряды с помощью вертикальной плотности. Получается 88 рядов. И теперь вот эти петельки, 68 отнять 46, получается 24. Делим на 2 скоса. По каждому скосу считаем 12 петель, надо прибавить. Их надо прибавить равномерно. Для этого вот эту величину, высоту скоса 88 у меня, 88 рядов, я разделила на 12. 88 я разделила на 12 петель, которые будем прибавлять, получила число 7. То есть прибавки будем делать в каждом 7-м ряду, чтобы они были равномерные. Понятно, да? Итак, 12 раз. В каждом 7-м ряду. Аналогично я считала эти прибавки для других размеров. У меня получилось в каждом 6-м ряду для 2-3 размера 14-15 петель. Прибавили, петли все закрыли на высоте 88 рядов от планки. Все, рукав связан. И затем идет сборка у нас деталей. Мы сшиваем вначале петли, сшиваем вначале плечи, да? Затем вяжем вырез горловины с помощью круговых спиц, используем планку, вяжем здесь на высоту тоже где-то 2,5-3 сантиметра. И после этого вот здесь вот в этом месте планочка у нас с вами очень интересно закрывается. Ну, в общем-то, я все, что могла, девочки, вам рассказала. Все эти мои объяснения будут в виде текста выложены под видео. Полная инструкция по вязанию для вашего удобства я выкладываю там, вся последовательность действий, именно там под видео. Читайте, пожалуйста. И, в общем-то, на этом заканчиваю я свое объяснение. И я желаю вам удачи, до новых встреч!